Когда с опытным туристом Джоном во время его одиночного недельного похода в горы случается нечто неожиданное, ему приходится искать путь к спасению без телефона, без воды и без малейшего представления о том, где он находится. Он почти потерял надежду, когда заметил старый сарай, встроенный прямо в горную стену. Он молился, чтобы найти там хоть что-нибудь, что могло бы ему помочь, но совершенно не ожидал того открытия, которое ждало его внутри. Это изменило все. Собрав последние силы, Джон сумел добраться до старой хижины, которую видел со своей возвышенной точки. Однако надежда была слабой. На первый взгляд казалось, что здесь никто не бывал уже много лет. Когда Джон наконец дошел до сарая, уже наступила ночь, и у него не было ни единого источника света. Внутри было кромешно темно, но, по крайней мере, здесь было хоть какое-то укрытие, подумал Джон, и почти сразу же уснул. Он даже не представлял, что ждет его утром. Когда Джон проснулся на следующее утро и огляделся, он не мог поверить своим глазам. Где, черт возьми, он оказался теперь? Но что же Джон увидел в этом сарае? Почему это находилось здесь? И как он вообще оказался в ситуации, где этот странный сарай стал его последней надеждой? Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Джон, заядлый любитель походов, был готов к приключению, но он даже не представлял, во что ввязывается. 55 лет Джон был не новичком в пеших походах и с нетерпением ждал предстоящего путешествия. Он планировал его долгое время, и вот оно наконец наступило, но он не знал, что все пойдет настолько неправильно. План Джона был прост — отправиться в горы в одиночку примерно на неделю. Это было для него не в новинку. Он уже бывал в одиночных походах, но никогда на такой долгий срок. Его радовала мысль о расширении своих путешествий, и он был готов к новым испытаниям. Вот только испытания, с которыми ему предстояло столкнуться, оказались совсем не такими, каких он ожидал. Первые 2 дня все шло по плану. Джон взял с собой подходящее снаряжение и провизию и наслаждался свежим горным воздухом. Есть нечто особенное в одиночестве посреди дикой природы, и Джону это очень нравилось. Но прошло всего 2 дня, впереди было еще много всего. Переживая лучшие моменты своей жизни, Джон нагружал себя как никогда раньше. Он стремился к новым высотам и видел дикую природу, с которой раньше не сталкивался. Он был счастлив и постоянно улыбался. В последнее время жизнь складывалась непросто, и этот поход был именно тем, что ему было нужно, чтобы отвлечься. К сожалению, путешествие вот-вот должно было принять резкий и опасный поворот. Утром 3-го дня Джон проснулся отдохнувшим и готовым к новому дню. У него были планы, и он с нетерпением собирался отправиться в путь. Но еще до того, как он успел выбраться из палатки, он понял, что-то не так. Снаружи раздавался шорох. Это могло быть что-то безобидное, а могло быть и куда более опасное. Тихо натянув одежду, Джон осторожно выглянул из входа палатки. Он не поверил своим глазам. Вокруг его лагеря бродило целое семейство медведей, обнюхивая все вокруг. Джон уже сталкивался с дикой природой, но никогда с целой семьей медведей. Что они здесь делали, и заметили ли они его? Джон пришел к выводу, что, скорее всего, их привлекла еда. Ее было немного, но достаточно. К несчастью, эта еда находилась вместе с ним в палатке. Если медведи были голодны, выбраться через вход он вряд ли смог бы. Они были слишком близко. Приняв быстрое решение, Джон как можно тише надел ботинки и достал свой складной нож. С его помощью он прорезал отверстие в задней стенке палатки и выскользнул наружу.
Схватив рюкзак, который был почти пуст, он тихо пробрался в лес подальше от голодных медведей. Джон слышал, как медведи продолжали рыться в его лагере позади, пока он пробирался через лес. Он был напуган и надеялся, что они не пойдут за ним. Даже если его рюкзак был почти пуст, в нем все же оставалась еда. Пойдут ли они по запаху или останутся у лагеря? Он молился, чтобы произошло второе. К счастью, медведи не стали его преследовать. Основная часть еды осталась в палатке. Поднимаясь выше в горы, Джон обернулся и посмотрел назад. Медведи разоряли его лагерь. Все, что он оставил, стало для них завтраком. Что ему теперь делать почти без еды? Джон не знал. Медведи все еще крутились возле лагеря, так что возвращаться было опасно. Но и оставаться поблизости он не мог. Они могли учуять и остатки еды у него, и пойти за ним. Именно тогда он совершил ошибку, которая навсегда изменила его поход. Он решил уйти подальше от лагеря и вернуться гораздо позже, когда будет уверен, что медведи ушли. Он старался запоминать направление, но в этом лесу это было крайне сложно. Даже если бы он знал, где находится лагерь, это не помогло бы ему найти цивилизацию. Он оставил ее далеко позади. К несчастью, Джон оставил в палатке карту, GPS и телефон. Он не думал, когда уходил. Единственной мыслью было выбраться как можно скорее. Теперь же он жалел, что у него нет ничего, что подсказало бы, где он находится, или еще лучше, как добраться до людей. Джон не был совсем уж безрассудным. Он знал, насколько опасны походы без предупреждения других. Он рассказал нескольким друзьям о своем маршруте, но они не ожидали его возвращения еще 4 дня. А еды у него точно не хватило бы на такой срок. Джон корил себя, ему следовало ежедневно выходить на связь с друзьями. Но высоко в горах связь была плохой, а когда она появлялась, он не думал о звонках или сообщениях. Он наслаждался одиночеством. Зачем беспокоить других? Теперь он об этом сожалел. Помимо нехватки еды у Джона почти не было снаряжения. Ему повезло, что он успел надеть ботинки, но лучшим инструментом у него оставался тот самый нож. Больше почти ничего не могло помочь ему в горах. Ему нужно было срочно найти людей. Выбрав направление, которое казалось ему наиболее вероятным в сторону цивилизации, Джон двинулся дальше. Он шел тихо, внимательно прислушиваясь и осматриваясь в поисках хоть каких-то признаков людей. Он начал понимать, насколько мало у него осталось припасов, когда почувствовал жажду. Воду он тоже оставил в палатке. Теперь, помимо поисков людей, Джон отчаянно искал источник пресной воды, но это оказалось сложнее, чем он думал. Он все больше уставал, обезвоживался и был вынужден все чаще останавливаться для отдыха. Было жизненно важно как можно скорее найти чистую воду, иначе он мог серьезно заболеть. Если бы у него был телефон, он мог бы найти ближайшую реку или озеро. Но телефон остался в палатке. Теперь, зайдя глубоко в лес, он окончательно потерялся. Пути назад не было, и он не знал, куда идти дальше. Ему нужно было чудо. И, как оказалось, чудеса случаются. Джон надеялся найти человека, но вместо этого он нашел место. После целого дня скитаний по горам он был уставшим, обезвоженным и голодным. Вечер быстро опускался на склон горы, и ему срочно нужно было найти укрытие. Лес в темноте мог быть очень опасен. Последний час Джон поднимался вверх, надеясь найти поляну, с которой можно было бы увидеть воду. Он, наконец, нашел ее, но вместо воды увидел нечто еще лучше. С такого расстояния было трудно разглядеть, но это явно было укрытие. До него предстояло идти не меньше 2 часов. Хуже всего было то, что становилось все темнее. Фонарика у него не было, поэтому нужно было идти немедленно. Джону совсем не хотелось идти в темноте, но выбора не было. Он двинулся в сторону укрытия так быстро, как мог.
Это было нелегко. Четкой тропы не существовало. Он цеплялся за ветки и кусты, получая мелкие порезы и ушибы, пока горы погружались во тьму. Когда укрытие стало ближе, он смог рассмотреть его лучше даже в тусклом свете. Это был какой-то сарай, охотничья хижина. Возможно, там была еда или припасы, но отсутствие тропы говорило о том, что здесь не бывали годами. Наконец Джон добрался до сарая. Было совершенно темно, ни луны, ни света звезд. Он на ощупь искал вход, пока пальцы не нащупали дверную ручку. Открыв дверь, он зашел внутрь, полностью обессиленный. После долгого и тяжелого дня Джон был измотан, изрезан, в синяках и сильно обезвожен. Он экономил остатки еды, поэтому был слаб и голоден. Он надеялся найти в сарае воду или пищу, но в темноте ничего не было видно. Шаря руками вслепую, не нашел припасов, но наткнулся на нечто похожее на старую койку. Слишком уставший, чтобы думать, Джон забрался на нее и тут же уснул, надеясь утром найти воду. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь щели в деревянных стенах, разбудил его. На мгновение он был дезориентирован, но затем вспомнил старый сарай на склоне горы. Во рту было мучительно сухо, и жажда полностью овладела его мыслями. Осматривая небольшое помещение, он заметил нечто неожиданное. К стене был прикреплен кран. Он бросился к нему, почти не смея надеяться. После короткой паузы из крана потекла вода. Джон пил жадно, ощущая огромное облегчение. Лишь утолив жажду, он задумался, как в таком удаленном месте может быть проточная вода. Откуда она поступает? И что это вообще за сарай? Он начал внимательнее осматривать помещение. Все было покрыто пылью, словно здесь не бывали годами. Мебели было минимум, пустые ящики и шкафы. Единственным полезным предметом оказался фонарик, который он положил в карман. Ничто другое, кроме крана, не работало. Кран выходил из задней деревянной стены. Из любопытства Джон постучал по доскам и заметил, что в одном месте звук был глухим. Продвигаясь вдоль стены, он понял, что за ней скрыто пустое пространство. Сдвинув старую картину, он обнаружил скрытую ручку. Потянув изо всех сил, он открыл потайную деревянную дверь. За ней находилась лестница, уходящая вниз, прямо вглубь горы. Тревога нарастала, но любопытство пересилило. Слабым светом фонарика он осторожно спустился вниз. Лестница закончилась тяжелой металлической дверью, предназначенной для защиты от посторонних. К удивлению Джона, она была не заперта. Он медленно открыл ее и увидел аварийный генератор. Включив его, он осветил помещение и замер в изумлении. Подземная камера была огромной. Стены были увешаны охотничьими трофеями, чучелами голов животных. Там стояли диваны, стеклянные витрины и даже большой бар. Стало очевидно, что это было тайное охотничье убежище, построенное для незаконной охоты на охраняемых территориях. За этим стояли большие деньги. Понимая серьезность находки, Джон взял немного еды, наполнил бутылку водой и направился обратно к цивилизации. Он сразу же отправился в полицию и сообщил обо всем. Офицеры выехали на место и подтвердили его открытие. Убежище было конфисковано и навсегда запечатано. Однако никого не арестовали из-за отсутствия прямых доказательств. Власти усилили наблюдение за районом, и результаты не заставили себя ждать. Незаконная охота резко сократилась, а редкие виды животных начали восстанавливаться. Некоторые из них вернулись после многих лет отсутствия. Джон действительно изменил ситуацию, сообщив о своей находке, и теперь он часто возвращается в эти горы для походов. Он их просто обожает.